Всем привет! Сегодня расскажу про защищенный планшет Alcatel RT6. Это такая вот елда килограммовая. Вставляется в такой коробке. Внутри у нас блок питания на 33 ватта. Type-C, кстати, заметь. Кабель Type-C для зарядки синхронизации. Вот такой вот комплект инструментов. И вот такая вот штука для тех, кто работает в полях и кому необходимо планшет носить на руке. Потому что килограмм так не потаскаешь, а я вот так вот прикрепил, короче, на руку одел, и все ништяк. Мы этого, соответственно, не делали. Вот здесь была такая пленочка. 10 инчей, Full HD, IPS-экран, 20 тысяч мАч батарейка, 8 гигабайт плюс 8 гигабайт оперативной памяти можно сделать, виртуальной, 256 гигабайт встроенной памяти, 2 симки, карта памяти microSD до 1 терабайта, 16 мегапикселей камера. Поехали смотреть планшет, что же тут такого. Вот еще раз повторюсь, килограммовая елда, прикольная. В паре вот с таким телефоном, который мы недавно обозревали, тоже, кстати, от этого производителя. Вообще огонь. То есть тут у меня вес примерно 1,5 килограмма в руках. С собой особо не потаскаешь, но для тех, кто работает в полях, где-то на, не знаю, на суднах, да, каких-то ходит, вот для этих ребят и сделали китайцы такой планшет. Давай включим, посмотрим. Ну, вначале, конечно, внешний вид. Здесь кнопка включения, регулировки громкости. Здесь у нас ничего. Здесь у нас Type-C, сим-карты и карта памяти. Защищенный, соответственно, IP68, полная защита от воды, пыли. Так что можно не париться. На экране, кстати, наклеена пленка уже прям с завода. Мы ее не снимали, как раз тестили олеофобочку. Олеофобочки здесь не особо оказалось, потому что прям пальчики остаются. Не знаю, может, за 3 недели она, конечно, стерлась, но как-то так. Да, вот такая вот особенность у планшета. Чтобы перевернуть ориентацию экрана, необходимо нажать кнопочку. Что у нас здесь хорошего? Android 13, фирменная оболочка Alcatel, которую я не раз, как бы мягко сказать, не хвалил. Потому что вот эти значки, такие, любители, да. Мне, конечно, голый Android больше нравится, и я предпочитаю пользоваться им. Но для своих задач этот планшет для работы, для игр, то есть 15 часов в режиме воспроизведения видео, 15 часов игр. У меня пользуется ребенок уже недели 3, где-то 7 дней, то есть на 7 дней хватает ему заряда. А вот сейчас 43%, мы можем посмотреть статистику. Давайте, кстати, посмотрим настройки. Осталось более 2 дней. Расход заряда 9 дней назад. 9 дней уже планшет живет. Посмотрите. Экран 5 часов, PUBG 4 часа, Google Play 9 часов. Я не знаю, почему Google Play 9 часов, но это видно какой-то глюк. Сервисы Google Play 8 дней. Короче, живет он реально очень долго. Если вы ищете защищенный планшет, планшетов вообще сейчас не так много, да, на рынке, потому что как бы все ушли, да и защищенный никто не делал. Но вот если защищенный, то Alcatel, наверное, это нормальный выбор. Здесь неплохая матрица, смотрите, углы обзора. То есть все игрушки, там всякие PUBG, Call of Duty, стендоффы, вот во что у меня ребенок играет. Короче, все это тащит нормально. Давайте включим ютубчик. Кстати, динамики с этой стороны и с этой. Получается такое стерео. Знаете, даже по звуку. Я первый раз послушал, сейчас при вас удивился. Я думал, здесь будет намного хуже. Нет, очень даже достойно. Что там еще показать в этом планшете? Вот всякий диктофон, фирменные вот эти приложения Alcatel. Можете посмотреть обзор телефона, здесь то же самое. Соответственно, 2 симки, можно звонить. Если вы никогда не звонили по килограммовому планшету без гарнитуры, флаг вам в руки, не знаю, может в экстренной ситуации поможет на громкой связи, или к уху как-то вот так вот. Можно просто им качаться, кстати, как килограммовая гантелька. То есть с утра встал такой, тун-тун-тун, и качался. Очень долгие заставки, прям делаю так.
Но тянет он, кстати, нормально. Несмотря на вот эти вот огромные рамки, то есть это просто гигантские рамки для планшета, мне кажется, у первого iPad даже меньше были. Но двумя руками, кстати, им пользоваться достаточно удобно. Вот игрульки играются. 15 часов можно играться где-нибудь на вахте. Или в сторожке, где вы там работаете. Ну вот, игрульки играются. Работает шустро, вообще никаких нареканий. Android 13, обновления, кстати, прилетают. Даже сейчас прилетели. Ну что еще интересного? Темная тема можно включить, хотя на IPS-экране это вообще не обязательно. Ночная подсветка, вот это вот обязательно рекомендую. Если вы читаете книжечки на планшете, я думаю, этого как электронной читалки на месяц хватит с такой батареей. Так. И в настройках мы заходим, смотрим обновление. Что у нас там прилетело? Так, обновление системы. Вот, доступно обновление. Это уже, кстати, не первое обновление. Второе обновление прилетает. Молодцы, ребята, что не забывают устройство, постоянно его обновляют. Навигация в системе, то есть можно жесты с помощью 3 кнопок, экран, яркость, время отключения, ну, как все, масштаб экрана и текст. И можно выбрать цвета. Яркий, натуральный, насыщенный. А на этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за внимание. Всем пока.